Как выбрать тему канала? Тут надо заметчить две вещи. Первое — это то, примерно про что ты хочешь снимать. И второе — надо найти примеры, референсы, что уже хорошо набирает. Окей. 7 лет назад тебе надо было саму придумать концепцию, формат. Сейчас есть примеры каналов. Некоторые люди боятся: о, как я буду копировать, копировать это стрёмно. Наоборот, ты должен копировать. Почему мой новый канал будет взлетать вообще? И будет ли он взлетать? YouTube, наоборот, не любит старые каналы. YouTube постоянно ищет вот эти новые какие-то прикольные штуки, дает шанс новичкам. Условно, YouTube не хочет пропустить интервью какой-нибудь с Илоном Маском. Чел случайно снял на улице, а этот ролик будет хитом. И вообще пофигу на подписчиков и на перформанс предыдущих роликов. 150 баксов. 150 баксов, Все, да. погнали. То есть на старт больше ничего не надо. Тут контент решает. Это не телек. Правда ли, что один ролик может выстрелить и вообще потянуть весь канал вверх за собой? Ты снимаешь, у тебя более-менее ровно. Потом один ролик выстреливает. Остальные ролики у тебя тоже начинают прирастать. Весь канал уже вышел на новую ступеньку. Был вот такой график просмотров ежедневных, он потом увеличился, он на ступеньку. Начинает. Да, ролик «Локомотив» более-менее останавливается, опять такой скачок происходит. Разберись немного, как это работает. По-любому. За 4 ролика ты ничего не протестишь. Тебе надо выпускать минимум 8-12. Что нужно учесть, чтобы ролик имел возможность попасть в рекомендации? Динамика супер важна, особенно первые 30 секунд. Это то, на что надо тратить половину времени от общего продакшена. Блоги шляпы, да, блоги шляпы. Друзья, привет! Новый выпуск на канале. Сегодня мы снимаем в Сингапуре. В гостях у меня Максим Чернов, эксперт по Ютубу, который более 6 лет снимает ролики на Ютуб. У него более 300 тысяч подписчиков на одном канале и более 70 тысяч на англоязычном канале. И Макс является экспертом по Ютубу, который помог уже десяткам людей запустить свои Ютуб-каналы. Именно сегодня мы разберем, как запустить свой Ютуб-канал и зарабатывать на нем. Привет, Макс. Здорово, Олег. Ну что, разберем? Вообще, давай. Это моя любимая тема. Обожаю. Многие люди думают, что в 2023 году уже поздно залетает на ютубчик, потому что все ниши заняты. Что ты об этом скажешь? Слушай, понятно, что лет 7 назад было больше свободных ниш, но, с другой стороны, и было меньше примеров каналов, которые уже выстрелили и на которые можно ориентироваться, когда свой контент делаешь. То есть, условно, 5, 6, 7 лет назад тебе надо было саму придумать концепцию, формат, как-то попробовать его с аудиторией, что сложно. Сейчас у тебя, по сути, есть примеры каналов больших, и ты просто должен найти нишу, в которой ты хочешь развиваться, и примеры каналов, и просто делать так же, как они делают. А то, что много ниши заняты, некоторые ниши более красные, некоторые более зеленые, как и везде, как и в бизнесе. Но, если ты совмещаешь, например, из разных ниш дергаешь какие-то концепты, их внедряешь, то все будет зашибись. Плюс еще аудитория YouTube же сама растет, то есть она не стоит на месте, она прирастает, да, количество контент-креаторов увеличивается, но и новые люди приходят. Знаешь, какой вопрос мне задают ребята, кто хочет запустить канал? Почему мой канал, который я запустил новый, будет получать просмотр, а не те старички, у которых есть аудитория, которые любят YouTube, которым он дает рекомендации? Почему мой новый канал будет взлетать вообще? И будет ли он взлетать? Вообще есть такая тема сейчас. Во-первых, YouTube, наоборот, не любит старые каналы. Особенно старые каналы, где там уже куча мертвой аудитории. Допустим, каналу 5 лет, он менял концепцию 2 раза. Сначала у него было одно ядро, потом поменял концепцию, приросли новые люди, старые уже не смотрят. Кто-то умер физически. То есть Да. ты можешь найти наверняка каналы, на которых 1 миллион подписчиков, а видео набирает 2, 3, 5, 10 тысяч просмотров. Есть такие, да. Не аксиома, что у тебя большой канал, и у тебя автоматически он набирает просмотры. А сейчас вообще такая тема есть. YouTube дает новым каналам фору, то есть он их двигает. Как будто бы мы несколько новых каналов запускали, как будто бы YouTube такой дает шанс новичкам, чтобы это реально так. И TikTok также делает. То есть, чтобы они, не демотивировались. Законсервировать выдачу всю эту рекомендацию, да, чтобы не одни и те же были чуваки. Мне кажется, знаешь, у меня какая концепция, может, она неправильная, но условно YouTube не хочет пропустить интервью какой-нибудь с Илоном Маском, который какой-нибудь чел случайно снял на улице, поймал на Маска, опять ему снял. Если YouTube этот ролик не найдет, а этот ролик будет хитом, то, понимаешь, поэтому он постоянно, как у тебя SEO работает, да. YouTube постоянно ищет эти новые какие-то прикольные штуки, которые он двигает. Плюс еще такая тема есть. Каждое новое видео, оно перформит независимо от других видосов. У тебя может быть один ролик не набрать вообще, а другой ролик следом выстрелить. То есть, каждый новый ролик — это каждый новый продукт. У меня так, например, есть ролики, на которые я вкладывал 50 часов работы, он набрал 10 тысяч, а есть, где мы сняли, например, у меня есть видео про Узбекистан, про IT-парк, там не было какого-то
сложных диалогов или что-то еще. Но получилось круто, динамично, он просто отдельно выстрелил. Вот, кстати, он поймал, знаешь, что получилось? Он поймал узбекскую аудиторию, именно узбеков ребят. И это самый получился лучший ролик про IT-парк, фигак 30К на канале, когда было 15 тысяч подписчиков. Все верно. У нас точно так же происходит. Например, у нас на моем английском канале Макс Чернов, там сейчас две коры аудитории основных. Это Сингапур и Малайзия. Мы сейчас вот будем Индию добавлять, ну и мы постепенно как бы новые куски аудитории добавляем. И, например, если выпускаю ролик про Сингапур, то Сингапур его показывает моему сингапурскому ядру, плюс людям, которые просто по географии в Сингапуре, которые не подписаны. Про Малайзию он показывает малазийской аудитории. Просто сам, прикинь, алгоритм, ну, очень умный сейчас. Он не особо ориентируется на подписчиков, он ориентируется на людей, кому этот ролик подойдет и кто его посмотрит. Поэтому он его будет двигать. Понятно, что если ты там снимаешь, не знаю, там, гейминговый контент, а потом какой-нибудь интервью с политологом, а третий у тебя ролик будет там про программирование. Запутается. Ну, он запутается, да. Это экстримы. Но, в принципе, YouTube как бы он такой, я покажу вот этому куску аудитории, потому что ему это будет более релевантно. И вообще пофигу на подписчиков и на перформанс предыдущих роликов. А можешь рассказать пару кейсов новых каналов, которые начали прикольно набирать? Например, у него там 3000 подписчиков, а ролики на 30, на 50, на 100к залетают. Что ты видел из последнего? Ну, слушай, самый простой это наш кейс с новым каналом. То есть мы его начали. Первый ролик прострелил где-то недель через 5. На канале было подписчиков 1000, наверное, 3. Один ролик набрал, по-моему, 20 тысяч, один ролик выстрелил на там 140 тысяч. Я заснул, проснулся, ролик там плюс 100 тысяч набрал. На канале там, несколько тысяч подписчиков было. Сразу канал вырос, да? Типа через 7 недель подключили монетизацию. То есть он сразу добил вот до 4000 часов и до 1000 подписчиков, и мы подали заявку на монетизацию, там через неделю одобрили. Правда ли, что один ролик может выстрелить и вообще потянуть весь канал вверх за собой? Как вот у меня, например, Аргентина была. Ребят, вы же смотрели мой ролик про Аргентину? Он набрал почти 400 тысяч просмотров, хотя на канале было 5000 человек. Просто он попал в такой тренд про Аргентину. И у меня было 5000, стало 12 тысяч сразу. То есть такие ролики локомотива есть. Как бы у тебя YouTube-канал развивается как раз такими типа пум-пум приростами, когда у тебя ты снимаешь, у тебя более-менее ровно. Потом один ролик начинает набирать больше, выстреливает. Остальные ролики у тебя тоже начинают прирастать. Весь канал, если ты просто аналитику будешь смотреть, у тебя как бы был вот такой график просмотров ежедневных, он потом увеличился на такую там дельту, типа на ступеньку. Начинает. Да. И потом, потом этот тренд как бы сходит обычно. То есть у тебя все равно у ролика вот этот прирост, он есть жизнь в течение там какого-то времени. Например, там неделю-две он набирает. Но через эти 2 недели, например, ролик «Локомотив» более-менее останавливается, но у тебя все равно канал уже вышел на новую ступеньку. У тебя просмотры все равно как бы больше, чем были месяц назад. И дальше у тебя канал как бы идет, пока следующий ролик не пострелит, и опять такой скачок происходит. То есть стратегия, как бы, мы поговорим еще, как сделать идеальный ролик, то есть выпускать регулярный контент для своего ядра аудитории, плюс тестить форматы, и что-то прострелит, и весь канал будет подниматься. Хоп, ступенечками, да? Ну, и тебе самое главное смотреть на то, что прострелило, и пытаться моделировать этот успех на либо продолжение снять, либо что-то еще такое, да? Самый важный вопрос, который есть у каждого начинающего ютубера, как выбрать тему канала? Тут надо заметчить 2 вещи. Первое, это то, примерно про что ты хочешь снимать, это может быть там несколько тем. И второе, надо найти примеры, референсы на ютубе, которые уже есть в этих нишах, то есть что-то, что уже хорошо набирает. То есть там, где есть тренд. Дальше тебе надо просто тестить. То есть ты не факт, что вообще эту нишу как бы сразу найдешь. То есть ты ты делаешь гипотезу, как там в маркетинге или в рекламе, ты делаешь гипотезу. Пробуешь контент на какую-то тему снимать, которую ты хочешь, и ты видишь, что есть позитивные подтверждения на ютубе уже таких роликов. Ты начинаешь снимать. Смотришь, там, снял какой-то там несколько роликов, смотришь там, получается, не получается. Потихоньку докручиваешь. Смотришь, если как бы в тему не попадаешь, то пытаешься там новую какую-то тему или новый угол, новый формат. Видоизменить свою как бы нишу под другим углом, например, да? Не интервью, как мы с тобой снимаем, а, например, ты к людям подходишь, на улице спрашивают, знаешь, что маркетинг? Вот у меня канал там про Да. У меня канал Макс Чернов, мы его запустили 2 года назад, и потом, я поснимал туда месяцев 5, и потом я стопнул, не снимал где-то год. У меня есть агентство, social media маркетинг мы делаем для русскоязычных клиентов, и я, отвлекся на свой основной бизнес. Классика. И перестал снимать. И потом я такой, подхватит ли YouTube еще раз это, снова? И мы, заресерчили, нашли, что есть формат уличных интервью. Год назад он прям все каналы, которые начинают снимать любые уличные интервью, мне кажется, и сейчас я даже видел на русском языке. Про Нью-Йорк полно таких форматов. У меня друг переехал. Антоха, привет. Тоже подходит к людям. Недавно запустил канал, снимает. У русских, знаешь, которые в 95-м переехали. Что скажете про Нью-Йорк? Что, конечно, что Америка была лучше или там хуже. И у него, начинает взлетать. Этот формат, мне кажется, он вообще вечно зеленый.
в таком формате у тебя с большей вероятностью будут ролики набирать. Просто надо вот такие форматы как бы отслеживать. Надо смотреть, какие тренды есть в Ютубе, и А отслеживать. как так делать? Как отслеживать вот в своей нише формат? Как вот заходишь на YouTube на главную, что дальше? Хочешь снимать про онлайн-маркетинг, там, диджитал-маркетинг, набираешь диджитал-маркетинг. И смотришь, что там есть в топе, какие самые популярные ролики. Очень важно найти ролики, которые, допустим, не там 5-летней давности, а свежие. Свежие — это желательно там внутри там 2-3 месяцев от сегодня. Набираешь и смотришь, как запустить там SEO-агентство. 3 месяца назад был выпущен ролик на канале, на котором 30 тысяч подписчиков, а ролик набрал 150 тысяч просмотров. Это значит, что тема живая, тренд есть, этот ручеек как бы этих просмотров в Ютубе есть. Ты можешь моделировать и снимать такой же ролик как бы от себя. Его сценарий копируешь, видоизменяешь под себя, под свою подачу, перемешиваешь кое-что, добавляешь своих фактов, анимации, условно, там, монтажа, и свою подачу. Все, выливаешь. Там некоторые люди боятся, как я буду копировать, типа, копировать это стрёмно. Но это все фигня, наоборот, ты должен копировать. Тебе не надо в слово копировать, ты должен посмотреть структуру. Например, какая длина ролика, какая структура, примерно, какие блоки, там, с чего ролик начинается. Ну и просто, если у тебя эта экспертиза есть, сними сам со своей экспертизы, но просто держись внутри формата, который подтвердил свою жизнеспособность на Ютубе. Выбираем формат, который подтвердил жизнеспособность, накладываем свою экспертизу, снимаем базовый монтаж, выливаем, смотрим. То есть не нужно там делать Голливуд какой-то. Это тупость, тратить много денег в начале, тратить много сил в начале. Это я так делал. Это я так делаю. Пока ты мне не сказал, говорит, снимай лайв, как мы сейчас снимаем, а у тебя там студии, свет, типа, не, забей, лучше крутого гостя, как ты, позвать, снять лайв и без кучи там персонала вокруг. Согласен, стопудово. Но это не рентабельно, потому что ты не понимаешь, что у тебя будет заходить. Это дорого. Ну, это дорого, да. Ты типа снял, потратил кучу денег, времени, у тебя первый ролик не взлетел, ты такой, а нахера это делаю? Давай поговорим, какие вообще каналы есть. Есть как бы на широкую аудиторию, есть экспертные, может, какие-то еще есть. Как они подразделяются, чем отличаются вообще? Ну, там есть экспертный, да, самое простое — это снимать говорящую голову на экспертную тему. Видеомонтажер, SEOшник, там, маркетолог, слесарь, неважно кто, да? Да, психолог, коуч, что угодно. Любые знания, на самом деле. Программирование, видеомонтаж, SEO, диджитал-маркетинг. Короче, любая экспертная тема. Любая экспертиза, которую ты доносишь в камеру. Да, это раз. Это можно точно тестить с говорящей головы. Но вот прикольно, например, я делал просто на улице, типа про Сингапур, спрашивал людей, которые там живут в Сингапуре, чем они занимаются, сколько зарабатывают. Потом я, думаю, надо мне подцепить аудиторию, которая в крипте шарит. Пошел на конференцию, я взял оператора, мы подходили к людям, я спрашивал у них, типа, какой у вас криптопортфель, сколько у вас денег, и, типа, там, их прогнозы по крипте. Все, этот ролик подхватился. Понятно, что это выход из зоны комфорта, там, у людей на улице что спрашивать, это не обязательно. Не обязательно, да. Это не обязательно делать. Но это возможно, есть большой тренд уличных интервью, и ты можешь туда залететь. Ты, допустим, хочешь подходить на тренд, ты можешь поснимать, на самом деле, там, 10-20 выпусков снять, набрать какое-то небольшое ядро, а после этого переключиться на более комфортный для тебя формат. Кстати, для экспертных каналов, ребята, если вы устали говорить как говорящая голова, попробуйте в вашей нише подходить к людям, там, что ты знаешь про психологию, либо что ты знаешь там про крипту на улице, неважно, на русском, на английском. И это будет прикольно для канала, разнообразие форматов. Можно брать своих знакомых, в принципе. Там 5 человек вытащить и тоже сделать такие типа а-ля уличные интервью, но со знакомыми, тебе будет проще. Крутой лайфхак, да. Почему уличные интервью хорошо работают, по сути? Потому что ты можешь за час собрать себе дофига контента. У тебя будет, эмоциональное выгорание точно, потому что тебе будет отказывать много людей. Много, кстати, отказывают на уличных интервью? Слушай, у меня конверсия была, я снимал на Синтозе, это здесь такой расслабленный, богатый райончик. Там конверсия у меня где-то 20% была в ответы. До Orchard Road, такая большая туристическая улица в центре, там было 10%, я съебался, все, сори, не буду отвечать. Такой, почему никто не отвечает? Ты ходишь, типа, айванаски, да. Hello, и они такие, не, убегают, да? Да. Да, жестко. Но зато ты за час можешь набить ролик. А если тебе организовывать людей, которых ты знаешь, то тебе их надо собрать, договориться. Окей, экспертные каналы. Какие еще есть? Есть влоги, многие хотят влоги снимать, это плохая идея, влоги не надо снимать. Это плохой старт, сейчас, скорее всего, не будут смотреть, потому что ты еще никому не интересен. И с точки зрения, какая проблема во влогах, там обычно люди слишком на себя сфокусированы, а не на зрителя. То есть это все про себя, а не про какую-то ценность для зрителя. Я не смотрю, например, мне скучно, неинтересно. Тем более, если бы ты влог снимал, я тебя знаю. Если есть личный бренд, тогда можно посмотреть. Да. То есть влоги работают, когда на аудиторию, которая тебя знает. Влоги шляпа, да. Влоги шляпа. Интервью — вечный формат. Вот наш формат сейчас. Да. Интервью могут быть такие, типа, более, допустим, короткие, прикладные. Могут быть там подкасты. Подкаст сейчас большая бумящая тема.
Там немного Алла Океан, например, подкаст с предпринимателями. Здесь надо нишеваться, на мой взгляд. Нельзя просто, вот как Соколовский снимает, просто типа с крутыми предпринимателями. Надо занишеваться во что-то. Там, в диджитал-маркетинг или в SEO. Или, ну, короче, во что-то. Надо какую-то свою фишку придумать. Основатели, прикольный канал. Они снимают тоже с предпринимателями, но они очень круто сделали своих фишек. Там прям с точки зрения даже дизайна, с точки зрения того, как они ведут разговор. Просто свои фишки. Ты берешь формат существующий и добавляешь то, что еще не было. Вот. Тогда можно конкурировать. Что можно считать широкой темой, как многие сейчас говорят, эксперты по YouTube? Ну смотри, если обратиться, допустим, к опыту инфобизнеса. Какая широкая тема в инфобизе, которая сейчас все пытаются эксплуатировать, и большие компании в том числе? Это как стать богатым, зарабатывать деньги? Ну, да, это еще шире. Я хотел немножко поуже сказать, но тоже широкое. Это профессия. Стань SEOшником. Да. Но это узко. Это для людей, узко. которые уже внутри, допустим, диджитал-маркетинга, они там понимают. Получи востребованную профессию. А дальше ты внутри уже можешь продать конкретную профессию. То же самое с YouTube-каналом. То есть ты как бы собираешь людей на какую-то более... Например, про предпринимателей. А что интересно широкое, если ты с предпринимателем общаешься? Как ты стартанул? У тебя не было денег? Как у тебя появились деньги? Какое у тебя отношение, в принципе, к деньгам? Как ты заработал первые 100 тысяч рублей, потом первый 1 000 000 рублей? Какое у тебя отношение, в принципе, к жизни? Там, не знаю, надо дофига работать или нужен там лайфстайл-бизнес? То есть такие вопросы, которые релевантны большому сегменту аудитории. То есть если ты хочешь широкую тему. Да. Окей. Важно ли сразу, до того, как ты еще начал снимать, определить модель монетизации канала? Либо пофигу, по месту разберемся? Если это первый канал, то лучше по месту разберемся. Если это, допустим, там ты второй, третий проект запускаешь, то, конечно, можно продумать. Когда ты первый раз запускаешься, это типа overthinking, то есть ты слишком много... Ты как бы, у тебя еще нет экспертизы, нет знаний, ты пытаешься уже понять, как монетизировать. В принципе, любую нишу более-менее можно монетизировать. Если она денежная, это не ремиксы Свинки Пеппа какой-нибудь, да? Ну, на ремикс Свинки Пеппа тоже можно зарабатывать. Под англоязычную аудиторию там дети смотрят просто вот так. Я бы снимал то, что хочется снимать, то, что нравится снимать, потому что если ты будешь так, я беру ниши финансовые инвестиции, но мне она не особо но я вижу, что там много денег, ты просто выгоришь, и ты перестанешь снимать там через... Если ты полгода продержишься, это будет, типа, нормально. Давай тогда сразу сюда же. У меня был к тебе вопрос, как не выгореть, не перестать снимать, не бросить канал. Потому что нет отдачи, либо просто не хочу выходить в студию, либо на улицу и снимать. Как дольше продержаться, чтобы тебя как-то эмоционально канал подпитывал? Первое, нужно, чтобы у тебя было, банальная может быть вещь, но чтобы было окружение, чтобы были как бы люди, которые тебе помогут. У нас, кстати, вот я запускаю программу на английском языке, такая коучинговая программа годовая, по тому, как развить, раскачать, монетизировать YouTube-канал. Она будет на английском языке, если, ребят, интересно, там мы ссылочку оставим. Оставим в описании, посмотрите, у Макса суперэкспертный контент всегда. То есть, если ты внутри окружения, которые тоже снимают, там есть эксперты, которые разговаривают про YouTube, и ты как бы в этом внутри, ты в это погружен, то тебе гораздо проще двигаться. Это первое. Второе, должна быть тема реально, которая тебе нравится. Если тебе... Это супер важно, просто это нереально важно. Если ты будешь снимать на тему, на которой ты ничего не чувствуешь, и в которой ты сам не растешь и не развиваешься, то ты перестанешь снимать. То есть тебе нужна тема, которую ты понимаешь, ты сам, типа, ты болтаешь с друзьями на эту тему. Ты, может, какие-то читаешь книжки или смотришь фильмы на эту тему. Да, у тебя какие-то новые мысли приходят. Да. Третье, нанять монтажера первого. Вот заделегировать вот эту часть, это можно сделать не сразу, там, через 20 роликов, но вот, типа, первый человек, который нужен, это монтажер. Остальное я не рекомендую делегировать первый год, первые 2 года. Но монтажер, это, типа, монтаж высасывает очень много времени. С тобой согласен. И ты можешь найти монтажера дешевого. Если ты нанимаешь в Восточной Европе или в Юго-Восточной Азии, то, в принципе, это довольно недорого. Если у тебя там не какой-то большой объем продакшена, то там, типа, за $500 ты можешь найти человека, который тебе будет помогать с этим. Там 6 роликов в месяц, либо на 8 роликов в месяц. Типа того, да, типа того. 8 роликов в месяц, говорящая голова, $500 вполне можно найти. С тобой человека. дико согласен, ребята. Если вы начинаете YouTube-канал, первые там несколько роликов, там 3, 4, 5, я бы даже так сделал, смонтируйте сами, а дальше отдавайте монтажеру, потому что я бы, если бы не монтажер, я бы точно выгорел, психанул бы и сказал, нафиг мне этот YouTube, потому что я не готов сидеть, резать по 5 часов, чтобы было красиво. У меня есть профессиональные ребята, с которыми я работаю. 100%. По-любому. Да. То есть резюмируем, ребят, нужно комьюнити, если вы снимаете YouTube. Вы должны снимать про то, что вам интересно, где вы развиваетесь, там реально читайте книжки, чтобы у вас были какие-то новые мысли для нового контента.
Вот. Ну и обязательно наймите монтажера, и тогда все пойдет проще. Еще многие думают, что YouTube это дико дорого на старте, да, там нужны суперкамеры, нужны микрофоны. Как видите, мы снимаем вот на одну камеру, в которой говорю я, это такая большая камера профессиональная, и мы снимаем на 2 GoPro-шки. Но вот. Это у нас еще слишком профессиональный сетап. Да, это не обязательно вообще. И камера, в которой я говорю, она стоит меньше $1000 со всеми объективами. Вот. Я думаю, картинка нормальная, если я ее не хреново настроил, конечно, потому что я не оператор. Вот. Но мы учимся. Вот. Нужно дофига денег на камеры, микрофоны, нужна команда операторов, монтажеров и прочее. Поэтому люди боятся зайти в YouTube и начать свой YouTube-канал. Что реально нужно? Ты в этом собаку просто съел. На что можно начать снимать? Профессиональное оборудование — полная хрень. Я знаю, что многие этого боятся. С чего надо начать? Телефон, любой, условно, iPhone старше, ну, вернее, новее, чем там 9-10. По сути, любой, и Android тоже, любой телефон, который вышел там в течение последних 2-3 лет, там будет камера такая же, как GoPro-шка, да, если не лучше. Штатив за, типа, ну, $20, $30. Просто штатив, ну, типа, поставил на него телефон, вот, с, типа, держалкой для телефона. Вот у нас стоит штатив. Да. Но это прям, наверное, подороже. Это подороже. Ну, это дорогой штатив, да, но не обязательно дорогой штатив. Типа 30, ну, $50. Штатив можно чуть больше проинвестировать, типа $50-60, чтобы он был, типа, более стабильным, чтобы не шатался. Петличный микрофон стоит... Вот это у нас wireless. Петелька стоит, ну, типа, там, $30. $30. 30-40 баксов. Ее можно засунуть. Можно взять второй телефон, любой, сейчас самый дешевый. Приложение Voice Recorder, любое. Диктофон просто. Да, типа, режим диктофона. Втыкаешь туда петличку, только проверишь, чтобы слот подходил. Все. Ребята, звук — это самое важное. Если звук будет запора, то картинку смотреть не будут. Поэтому лучше купить за $30. И, естественно, свет. Если дома снимаешь, можно вот этот круг блогерский купить. Кольцевой свет, да, тоже там за $30. Либо вот так садиться где-то. Ну, на улице, например, всегда достаточно света, как правило. Просто около окна садиться, чтобы свет, типа, не прямо падал тебе в лицо, а под углом. И все, 45 градусов, типа, желательно, да, вот так? Да. И, ну и все. Либо кольцевой просто. Типа, то есть, по сути, можно этот набор собрать, кроме телефона. Ну, вот, телефон плюс там $150. $150, все, да. Погнали. То есть на старт больше ничего не надо? Не, абсолютно нет. Ну, блин, тут контент решает. Это не телек. Некоторые люди, я знаю, особенно там продакшн-команды, которые там с телека, они такие, о, там надо все супер дорого. Нет, знаю, на Ютубе нет. На Ютубе нет. У меня, кстати, самые крутые операторы, которых я нанимал, самые, типа, крутые, там, снимали много чего, сделали самый ужасный, конченый ролик в результате. Вы можете посмотреть на моем канале, который набрал меньше всего просмотров за последние 6 месяцев. Что-то было не в фокусе вообще, где-то просто заблюрилось, там резкость потерялась, поэтому вот просто как бы забейте. Это все сказки. Это я заморачивался, сразу снимал всегда в студии, поэтому вам, может, картинка нравится. Сейчас мы снимаем просто сами на камеры без студии, потому что не могу привезти студию в Сингапур. Что за фигня? Вот. А вот смотри, вот пример снимают. Мне очень нравится Лядов за люди. Офигенно снимает. Птушкин снимал. Я не знаю, я давно его не смотрел, почему-то в реки не попадается. Ну, там, про Фарерские острова, по-моему. У него всегда какая-нибудь, типа, крутая съемка. Но, по-моему, он тоже снимает, кроме коптера, на вот камеру просто полноформатную. И все, там нет же такого. Слушай, я просто рядом знаком. Я у него буду, кстати, выпуски про Сингапур. Где-то в сентябре он выходит. Класс. Он приезжал сюда. Прям отлавливал, как он документалку снимает, что он делает. У него есть одна камера, которую он держит руками, обычно, когда он документалку снимает. У него камера, не знаю какая, но типа Соньки этой. Но, в принципе, это можно вот так телефон держать и снимать. А второе, он ставит телефон на расстоянии там 5 метров на такой маленький штативчик, и он снимает общий план. Телефон? Да, телефон. У Лядова в ролике съемки с телефона? Да. Просто iPhone ставит вот так вот, причем над полом, типа на расстоянии там 20 сантиметров. Основной план и общий план с телефона. Ну, иногда с ним еще оператор, но даже не всегда. Иногда он просто... Ну, один, не толпа ходит вот это. Да, и либо оператор, либо вот так иногда он перебивается, вот так, снимает раз, и просто айфончик ставит на штатив. Да, понятно, у них постмонтаж крутой анимационный, но съемка сама, вот там, за люди, она идет, ну, просто на одну вот камеру, которую можете за $800 купить, если хотите, супер документалки, и ваш телефон, неважно, 21 года. Поэтому забейте $150 сетап, чтобы начать. Да? Помнишь, были форматы? Интервью с итальянцами, американцами, которые живут в России. Да. Типа такое же. Да, вот супер ниша. Как найти свою такую волну внутри ниши? Может, есть какой-то там чек-лист? Либо просто так же ресерчишь, попалось много просмотров. Да, слушай, мы всем нашим там и студентам, которые у нас программу проходили, и там люди, которым мы помогали там в режиме типа запуска, как в режиме агентском, мы всем рекомендуем просто, возьми там 3 месяца на тесты. У тебя есть несколько гипотез, ты там заресерчил, начинаешь просто фигачить контент.
Мы так после релончем этого канала, который Макс Чернов, на английском, который мы сделали, типа я там долго не снимал, 4 или 5 месяцев у нас, получается, режим тестов был. Мы выкладывали разные форматы, разная длительность, короче, длиннее, разные люди, разные гости, там, говорящая голова, уличное интервью, люди из разных стран, там, экспаты, локалы. Мы просто тестили. И потом мы через 4 месяца там, мы видим, что один формат, типа экспаты, особенно белые экспаты, типа живущие в Сингапуре, потом Малайзию. Мы скопировали эту модель, Малайзия она точно так же работает. Начал этот формат стрелять, и мы такие, о, зашибись, мы нашли его. Начали туда бить, делать больше контента, и все, ну, поймали эту волну. То есть мы как бы нашли свою нишу. Ну вот и все, и она сейчас типа офигенно растет. Поэтому, ребята, через тест форматов вы сможете найти, что стреляет, где есть аудитория и неудовлетворенный спрос в плане контента. Ну, просто этот тест, как бы, его надо делать желательно под руководством кого-то. То есть, чтобы кто-то тебя, кто более-менее шарит, тебя направлял. Потому что так ты можешь тестить очень долго, и, ну, и у тебя ничего не будет происходить. Я некоторые каналы вижу, которые там, типа, снимают 2 года контент, который не набирает, они долбятся, ничего не меняя. Типа, блин, тратя время свое, усилия. Разберись немного, как это работает. Зачем тебе 2 года тратить свои силы впустую? За 4-6 месяцев можно протестить все форматы, да. Протестить форматы, понять, там, что надо по обложкам, по названиям, по нишам, там, по монтажу. И как бы у тебя через полгодика уже будет полная картина, и ты будешь чаще попадать. Естественно, мы тоже не всегда попадаем в просмотры, но мы гораздо чаще попадаем, потому что у нас есть экспертиза. И давайте теперь поговорим про алгоритмы YouTube, такая тоже жареная тема, и с тобой как с экспертом, который много роликов сам лично выпускал. И важна ли регулярность выхода роликов? Например, раз в неделю по воскресеньям, либо нет? Сначала количественный подход важен, и регулярность важна. Тебе надо больше выпускать, хотя бы 2 ролика в неделю. Особенно, если это твой первый проект на YouTube. Потому что ты должен как бы набить руку, и у тебя будет больше тестов. Условно, если ты выпускаешь 4 ролика в месяц, то за 4 ролика ты ничего не протестишь. Ну, это мало слишком. Тебе надо выпускать минимум 8, ну, лучше 12. Просто как бы закидывать и смотреть фидбэк от аудитории, что они говорят, смотреть, как алгоритм подхватывает. Вот, тебе просто надо, ну, как бы больше количества контента выпускать. Ну, если, например, я не успел смонтировать в воскресенье, выкладываю в понедельник. Это вообще на это плевать. А важно, в какое время выкладывать? Например, люди едут домой в 6 вечера, допустим, по Москве, у меня аудитория в Москве, например, в основном, да, я должен выложить там в 5:55, либо пофигу тоже. Это только влияет на то, когда у тебя есть ядро аудитории, которое ждет твои ролики. Вот мы выпускаем вторник, четверг, воскресенье. Вторник, четверг мы выпускаем в 7 вечера, воскресенье в час дня по Сингапуру. И просто аудитория привыкла, и они там чекают, типа, ролик вышел, не вышел в это время. Но с точки зрения алгоритма, пофигу. То есть те, кто привык и чекает, да, для них это хорошо, что они точно посмотрят, будут досматривать, скорее всего, и оно дальше там в рекомендации мы поговорим. Ну пойдет. да, некая привычка у них формируется. Да, но это не критично, Вообще что нет. там. Что нужно учесть, чтобы ролик имел возможность попасть в рекомендации. Идея, ниша, динамика. Динамика супер важна, особенно первые 30 секунд. Если в аналитику YouTube зайти, он каждый ролик оценивает, там, он тебе показывает первые 30 секунд, сколько у тебя процентов аудитории слилось, сколько удержалось. Вот там у нас где-то хороший показатель, у нас считается 75% первые 30 секунд удержания. Плохой показатель где-то 60%. Ну, это типа наш формат, на это не надо ориентироваться. Не надо типа, здравствуйте, дам, снова добро пожаловать на мой канал. Как здорово, что вы сегодня здесь. Я вот сегодня ехал в машине и думал, камон, если ты только начинаешь, тебя вообще никто не знает. Всем насрать на то, что ты там думал, сразу переходи к сути. Сразу переходи к сути. Если у тебя ролик, допустим, особенно полезный, экспертный, сегодня вы узнаете, пам-пам-пам, погнали. Все, не надо. Это критически важно. Первые 30 секунд — это то, на что надо тратить половину времени от там, общего продакшена. Первые 30 секунд очень динамично. То есть, я понял, крутая идея, чтобы это действительно заходила какая-то аудитория. Обложка и название. То есть это единственное, чем мы можем зацепить юзера, правильно? Когда он смотрит на главный контент, он такой, как сделать SEO за 10 секунд в Америке. О, прикольно, я это хочу. Да. Если он кликает, а видит там, сегодня мы поговорим про контекстную рекламу в Казахстане, потому что, ну, то есть нерелевантная фигня он сразу закроет, у тебя не будет дальше оно идти. Он должен сразу получить то, на что он кликнул. Сразу у него, типа, то есть ты его забайтил, он должен сразу понять, что да, меня не совсем... Я туда попал. Меня не закликбейтили там про другое вообще, да? Ты можешь про другое рассказать во второй части ролика, например. Первое правило такое по монтажу, всегда как бы более релевантное к ролику надо в начало пихать. А если ты хочешь еще о чем-то рассказать, это можно, когда ты уже аудиторию подцепил, об этом можно рассказать во второй части ролика, например.
Обложка должна быть супер простая, она должна быть быстро читаться. То есть обложку надо проверять, когда ты сделал на маленьком экране, не на большом мониторе. На маленьком экране, потому что все... С телефона. Да, вот люди же как, они такие, типа, открыли телефон, они тупят в своих мыслях, открыли телефон, так листают. Они должны за полсекунды считать месседж. Поэтому там должно быть максимум 5 слов. Должно быть очень простой визуал, то есть он должен быстро понять, что происходит. И потом такой поймался на визуал, и дальше короткое, емкое название. Мы стараемся делать название в идеале до 50 символов, если не получается, то до 60 символов. Ну и цифры хорошо работают. Все там условно большое, маленькое, супер большое, супер маленькое, супер быстрое. Вот это все хорошо работает. Главный визуал что-нибудь там может добавить, небольшое одно, не мельчить, и текст, правильно все? Да. Окей. Как я юзаю, есть два подхода. Либо ты затачиваешь ролик под поисковый трафик, ты его прям оптимизируешь, там, как сделать рекламу для интернет-магазина, потому что есть поисковый спрос, ты VidIQ посмотрел, это приложение, которое, ссылку оставлю тоже в описании на VidIQ. Ты посмотрел, по нему будут долго идти люди, если оно выйдет в топ поиска, да? Либо это ты рассчитываешь на главную страницу, это что-то более кликбейтное, более яркое, ты рассчитываешь на вот этот всплеск трафика. Два подхода немножко разные, правильно? Ты так же делаешь? Ну да. Да, все так. Знаешь, какая штука еще по алгоритмам? Что, если ты выпустил 20 роликов, они нормальные, нормальный звук, не говняный продакшн, у тебя всего по 500 просмотров получается. А ниша такая, не супер узкая, да, то есть не ядерная металлургия где-нибудь там под горой, да? Что делать? Ну, ты говоришь хороший продакшн, но ты не знаешь, хороший ли продакшн. Хороший продакшн характеризуется тем, что у тебя много просмотров. Тебе может казаться, что это люди некоторые говорят, да у меня классный контент, классный продакшн. Ну, значит, не классный. Значит, контент говно. То есть значит, контент, да, такой, который не... По каким-то причинам люди его не хотят смотреть. Но там может быть на любом этапе ошибка. На этапе вот первое взаимодействие с твоей воронкой внутри Ютуба, то есть люди не кликают. Второе, они кликают, но сливаются в начале. Третье, они не сливаются в начале, но они все равно неинтересный контент, они смотрят его мало. Четвертое, идея или ниша не та. То есть контент может быть хороший, но либо не для той ниши, не для той аудитории, либо не так оформлен просто. Либо с точки зрения обложки, названия и прочего. Да. Либо смонтирован не так. Ну и на финалочку дай пару советов по моему каналу, что можно улучшить. Больше снимать. Ну и смотри, у тебя залетел ролик с Аргентиной, просто бомбически. И наверняка, я его смотрел, наверняка ты потратил на него много усилий, много ресурсов. Дальше тебе надо понять, типа, ты хочешь такой контент снимать, то есть... Такой не хочу. Как мы снимаем, такой формат хочу снимать. Чаще делать. Стараться подзабить сейчас на уровень продакшена, делать попроще монтаж, делать супер полезно, вычищать весь булщит из интервью. То есть в нашем интервью, конечно, не было ничего скучного, но в принципе... Что-то подрежем все равно. Ты снимаешь час контента, вырежи половину, все скучное. Ты должен глазами зрителя смотреть и все убирать то, что, несмотрибельно. В Ютубе ты ждешь всегда вот этого прострела. Прострел, а он может быть не гигантский. У тебя ролики набирают 2000, а потом на 5000 выстрелов, зашибись. Это уже прострел считается. То есть просто постепенно двигаться, не ожидать быстрых результатов. В твоем случае, у тебя бизнес есть, то есть если ты если у тебя воронка работает, и, ты, например, клиентов в свой бизнес конвертишь, то, зашибись, тебе приятно будет. Если ты внедришь все метрики, и ты, видишь, сколько тебе клиентов пришло, ты видишь, у тебя даже немного просмотров, но пришел клиент нормальный, жирный, это, зашибись уже. Вот. И, в принципе, просто, двигаться, снимать больше контента, и, и постепенно у тебя все будет расти. Понял. Ребята, мы оставим контакты Макса, его инсту, телегу и его YouTube-каналы в описании к ролику. Кто, ребят, хочет прокачать себя по YouTube, и кто говорит по-английски, 12 месяцев, тоже ссылочку поставим. Обязательно. Это у меня был курс «Друг Ютуба», это был такой хедлайнер на русском языке. Я его сейчас не делаю, то есть я на русском языке ничего не продаю. И это будет курс, программа, в которой я все свои знания сгружу. Я там лично буду коучить, потому что это первый запуск у меня на англоязычную аудиторию. Это кому интересно, залетайте. Да, но если мы что-то пиарим у меня на канале, нужен какой-то промик для аудитории. Давай какую-то скидку. Давай сделаем. Давай будет промокод Олег. Олег 5. Будет 5% скидос. Олег 5% скидос на программу Макс. Вообще найс. Зашибись. Выбил для вас скидочку опять. Огонь. Окей. Да, круто. Спасибо. Да, надеюсь, еще раз увидимся в Сингапуре. Да. Ребят, подписывайтесь на канал Олега. Если вы почему смотрите и не подписаны, так не делается, надо подписаться. Поэтому подписчики.